Здравствуйте, друзья! У меня сегодня на столе немножко тесно, потому что я хочу поделиться с вами не этими всеми книгами, которые я прочитал, хотя можно было и похвастаться бы, что я, в принципе, сейчас делаю, а хотел бы поделиться тем, каким образом именно я изучал языки. Прошлое видео я записал про мотивацию, дисциплину, надеюсь, было полезно, но это чисто мой личный опыт, и сегодня мой опыт изучения языков. Как я говорил, я знаю 4 языка, из них английский и немецкий у меня как бы самые foreign, самые, как это называется, иностранные языки, которыми я могу похвастаться. И сегодня речь пойдет именно о них, потому что дорога, именно путь их изучения был очень разный. Английский буквально интегрировался в мою жизнь. Наверное, стоит подвинуть немножко стол к себе. Тяжеловато с этими книгами. Так гораздо удобней. Английский буквально интегрировался постепенно в мою жизнь, а вот немецкий, с немецким было гораздо более труднее, но я выучил его за 2 года. В этом видео будет всего 3 части. Первая — это английский, потом немецкий, и, соответственно, вывод. Часть, которая касается одного языка, будет на языке, про который идет речь. Часть на английском будет на английском, часть на немецком будет на немецком, поэтому вам будет очень полезна функция. Где-то здесь шестеренка должна, по-моему, правый верхний угол у вас нажать, и там будет выбрать типа автоматически сгенерированная речь с ИИ, что-то вроде того. Так вы сможете, даже когда я буду говорить на английском или на немецком, вы все еще сможете меня понимать, ну или пользуйтесь субтитрами. Важно, здесь не будет какая-то вода, здесь будет именно мой личный опыт изучения языков, мои советы, что я заметил, что мне стало ясно во время изучения языков, и то, почему люди говорят, что твой второй или третий язык и каждый следующий язык будет учиться гораздо быстрее, чем предыдущий, потому что человек делает для себя конкретные выводы. Итак, перейдем к объяснению. На английской и немецкой части я буду рассказывать свой опыт изучения этих языков. На английском буду рассказывать, как у меня проходило изучение английского, на немецком немецкого, и потом конкретные выводы уже по этим языкам. Я, пожалуй, начну с английского прямо сейчас, так что можете переключать. So, I should right away mention that I never had learned the vocabulary just from the book, like the people imagining it themselves. No, Rather, the English was integrated into my life like step by step. Actually, I should to mention from my childhood that my mother she had known English at maybe A2 level, and she taught me some basic vocabulary words like environments, some table or chair, like colors or animals, names, kind of that. And that's why I already was a little bit inspired from this language, of course, and additionally confident in myself. Like I wasn't sure, like I know English better than others. I had some feeling like that, even though I never had the repetitor and I never opened the vocabulary book. I never learned English rules myself, actually. No. English was continuously integrated into my life until I reached 18, and until this moment I thought like I knew it. It is a very interesting point because starting my 18 I got through my first programmer interviews, and that was a turning point. The people just showed me I've been able to see that I actually can't. I can't speak, I can't express myself in this language. And that's the point where I started to learn it. I created myself the following rule because at my 20s, I already reached my first job as a programmer. So I should had learn till this moment as fast as possible. So I started from the books. It was so I already developed at this moment when I was 18 this technique that I never wanted to bore myself with learning vocabularies, going to repetitor, and I actually never had enough money to go to repetitor. That's the problem. That's why I picked the way with the books. And my first books were the books that I already read
in Russian. Actually, these books, unfortunately, aren't there. These books were Atlas Shrugged, maybe you know this book, and Fahrenheit 451. Yeah, I get some thoughts like, if I already read them in Russian, then I will probably be able to understand what exactly is written in the sentence. Because I mentioned that it was actually very painful and how can I say? So it was stressful to understand what exactly is written in the sentence when you don't know the words actually, and you always need to assume what exactly is written. Even now, when I already have English knowledge, I need to assume every time what exactly is written, even though I already know the words, because it is a foreign language. It works. But this my thoughts, it's my opinion that it will help me actually worked. And I would propose this method to my viewers that currently see this video. And I hope that you can see my socks under this table, because I'm not sure that they have any holes. So following further, I learned English just continuously through the articles, because as a programmer, of course, you should read a lot, just huge and numerous number of documentation pages and some articles that other people wrote, and some Stack Overflow answers and so on, some videos in English that's usually took by Indians, or I don't know. I actually love Indian videos. These guys have helped me to learn programming and so on, and to solve many questions. And at some point, I noticed that the thing that I can read doesn't mean that I can speak, doesn't mean that I can write, because even now, I mix a lot of rules. You maybe can hear it. I'm not a native English speaker, and as I said, I never had a repetitor. Nobody had just came to me to fix my problems, and I actually never asked about it, because it is enough for me. I tried to improve it to be able to speak on the work, because it was important on my second stage to write messages and sometime to call. Yeah, that's why I started to switch all of my environment to English. I switched all of my video games, films, series in English, tried to watch series and films in English, and it helped. And additionally, I started to write all of my notes about my tasks and so on, some of my inner thoughts in English, only in English. I have a huge documentation on my site about very different technologies written in English. And it's very helpful method to notice all of these words, and actually helped me to understand. And at my third stage, I've been able, it gave me the possibility, that's all of the struggles, it gives me the possibility to speak with my colleagues in a German company, because I didn't know, at the moment, I hadn't any German language, so I should have been speak with them somehow. And I started in English. Actually, I was able, and it was so. Until this moment, you can hear that I did integrate the English into my life. I still read articles and watched videos, some documentation and lessons in English. And additionally, of course, I write my notes still as in English. Yeah. And I do write, for example, to AI, some prompts in English as well. I never had some... I don't have a lot of conversations in English actually these days, because all of my conversations actually now in German, and that's actually the language that I speak every day. So the English is on my side a little bit, how can I say, it became slower. И вот с этого момента, я думаю, в принципе, на английском можно закончить, потому что я даже не замечал, как развивается у меня его улучшение, да. Скорее, я все это уже заметил потом с началом немецкого языка. И вот здесь, сейчас, когда я уже начну с немецкого, кстати, я, наверное, должен был отметить какие-то книги, которые прочитал на английском в это время, пока уже после «Атлант расправил плечи» и 451 градуса по Фаренгейту я прочел на английском от этого сумасшествия. Это Ницше,
«За пределами добра и зла». Кажется, так она в русском называется. Действительно, «Beyond Good and Evil». Это, я не советую никому это читать. Это очень тяжело. Это очень тяжело прочесть в английской версии. Это у нас портрет Дориана Грея. Хорошо, что я не смешал только что его с Кристианом Греем. Только иногда что-то у меня клинит, и Дориан становится Кристианом, не знаю чего. Но вот Оскара Уайлда я прочитал целую книгу, и это было трудненько, я могу сказать, потому что какие-то документальные вещи я понимаю запросто, а там написано много чего про землю, про цветы, про воздух, природу, и вот такие слова я плохо запоминаю, я их очень редко вижу, поэтому, соответственно, какую-то тему, которую я не знаю, редко вижу. Вот, и 2 книги по Гарри Поттеру, конечно, все прочли как книги по Гарри Поттеру. Я думаю, любой читал Гарри Поттера. Я прочел только 2 книги, дальше я не ходил. Мне кажется, у меня раньше была еще 3-я книга «Узник Азкабана», но это не важно. Ну и дополнительно у меня есть 1 книжка по архитектуре. Закладка упала. Ой, кажется, я тебя помял, красотка. Замечательная книга, действительно помогает. Вот она мне очень понравилась. Классная, да. Ну, в общем, я думаю, это все, что у меня здесь есть дома из английских книг, потому что вроде бы я больше ничего такого тут у меня не вижу. Я в основном читаю статьи, вот и смотрю видео. По крайней мере, вы услышали, как я говорю. Ну и хорошо. Вот. А теперь перейдем к немецкой части, потому что она стала уже гораздо более интересная. Also, ich denke, ich muss jetzt anfangen mit meinem deutschen Teil. In welchem Sinn war es anders? Eigentlich, ich bin damit angefangen, schon, ich denke, 3 Jahre vor. Ich habe mein erstes Buch geöffnet. Nee, es war auch Harry Potter, aber auf Deutsch. Ich habe versucht, zumindest ein bisschen davon zu verstehen. Es hat eigentlich gar nichts gebracht. Ich könnte gar kein einzelnes Wort verstehen und natürlich keinen Satz dazu. Dann, circa nach einem Jahr, ich habe schon damit versucht. Das ist mein erstes Buch, das ich zuerst gelesen habe. Ich schwöre, ich bin damit wieder und wieder und wieder angefangen war, und nie könnte ich es weiter als 16 Seiten bringen. Nur nachdem, als ich schon mein erstes Buch, sehe ich nicht hier, mit Regeln durchgelesen habe und die gelernt, nur danach könnte ich die Sätze verstehen, was genau dort geschrieben war. Damit habe ich verstanden, dass eigentlich Deutsch sehr mit Regeln vermasselte Sprache. Also du kannst nicht so einfach ohne Regeln lesen, ohne Regeln reden und niemand wird dich eigentlich verstehen können. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Deutsch ist sehr mit den Regeln verbaut, so wie die Deutsche selbst auch. So eine Kultur, also die Sprache spricht auch für die ganze Kultur von diesen Menschen. Das war mein erstes Buch. Und nur nach dem ersten Regelbuch könnte ich dir zu Ende bringen, circa während eines Monats. Ja? Dann habe ich mit all diesen Büchern angefangen. Diese ganze Hexergeschichte. Ich habe mich entschieden, also für, wo sie ist. Ich denke, das ist das erste Buch, womit ich angefangen wurde. Das Erbe der Elfen. Das ist der erste Teil von Hexers Geschichte. Die Geschichte des Hexers. Also der Witcher. Ja? Alle kennen vielleicht dieses Videospiel, der Witcher 3, Wild Hunt. Ja? Alle kennen das. Also ich kannte die Geschichte schon ein bisschen und ich habe es bemerkt, es war für mich interessant gewesen, es zu lesen. Und damit habe ich angefangen, die ganze Hauptgeschichte zu Ende gelesen und dazu diese 3 Vorgeschichten. Jetzt gehe ich weiter damit. Ich habe mich schon zur Mitte des Buches gebracht und es geht weiter. Und dazu natürlich habe ich schon die anderen Bücher gelesen. Wie zum Beispiel diese
die ich in meinem letzten Video bemerkt habe. Und dazu eine Menge von technologischen Büchern, die gerade hier stehen. Natürlich dazu gehören die Bücher, die Regeln sind. Aber das ist nicht die Hauptsache. Sogar wenn ich schon lesen konnte, bedeutete es eigentlich gar nicht, dass ich sprechen könnte. Das ist so eine Sprache, die nicht so einfach sich beherrschen lässt. Ich konnte gar nicht mit den Leuten reden. Auf den Grund, dass ich die eigentlich gar nicht verstehen könnte. Es gab also viele Barrieren. Zuerst, okay, ich könnte schon vielleicht Nachrichten verstehen und jemandem etwas schreiben, denn eigentlich könnte ich nicht, weil zu viel, wie kann ich sagen, zu viele Ausnahmen, ja, wie auf Russisch auch, wir haben zu viele Ausnahmen. Deswegen ist es nicht möglich, fast unmöglich, unsere Sprache vollständig zu lernen für einen erwachsenen Mensch. Ja? Die Kinder machen es leichter, weil die sehr oft und viel miteinander unterhalten. Wir aber erwachsene Menschen gar nicht, deswegen ist es so schwierig. Nun, ich denke, ich muss zuerst sagen, wie genau habe ich das durchgelesen, weil es schon eine Menge Wörter, ja, hier steht eine Menge Wörter. Ich habe gar nicht gesagt, wie ich es gemacht habe. Es war schwierig natürlich, aber es war für mich interessant. Es ist so eine spielende Methode, so ein Spielmethod, der ich benutzt habe. Ich habe also ein Buch genommen zuerst, ja, in meine linke Hand. Ich las es durch. In meiner rechten Hand hatte ich mein Handy. Als ich auf ein Wort kam, der ich noch nicht kannte, ich übersetzte ihn sofort aus Deutsch in Russisch und dann versuchte sofort ein paar Sätze zu bauen. Damit könnte ich es merken und nächstes Mal natürlich könnte ich schon verstehen, was dort geschrieben ist. Es natürlich war sehr schwierig am Anfang und vielleicht aus seiner Seite sollte ich 60% der Wörter übersetzen. Aber jetzt, ich muss nur ein Wort aus 3 oder 4 Seiten übersetzen. Und nur deswegen, dass ich die erwachsene Bücher lese. Das ist eine Geschichte für Kinder. Ich habe bemerkt in den Zug, als ich fuhr im Zug, habe ich bemerkt, dass ich kann die Kinder verstehen. Die haben sich miteinander unterhalten und ich normalerweise verstehe nicht die Erwachsenen, dachte ich mir. Wieso kann ich jetzt die Kinder verstehen? Ich kam darauf, dass die Kinder eigentlich wählen leichtere Wörter, leichtere Begriffe, bauen leichtere Sätze und dazu ein bisschen deutiger reden miteinander. Das Hauptgrund. Ja, wieso? Deutiger, klarer, simpler. So sind die Kinder. Deswegen habe ich auch eine Geschichte für Kinder genommen. Aus meiner Schätzung, sie war sowieso nicht so leicht gewesen. Und wie viel Zeit hat es mir gekostet? Es hat mir Spaß gemacht zuerst. Diese alle Bücher, diese ganze Hexergeschichte und das zusammen hat mir insgesamt gekostet 1 Jahr. Ja, das ist leider so. Aber ich muss sofort sagen, gleich nach erstes Buch, circa mittels, zweites, könnte ich schon ein bisschen reden. Ich bin damals zu einem Sprachcafé gekommen. Ich wollte nie einen Sprachkurs machen. Nee, ich wollte nicht teilnehmen. Es war mir gar nicht interessant. Ich wollte diese Sprache allein lernen. Deswegen habe ich nur einen Platz für mich, wo ich wo ich üben kann, ausgewählt, dort hingekommen. Und es war für mich eigentlich, und nicht für mich, auch für die Leute, die dort saßen, eine Überraschung. Wie kann ich mit dieser verrückte Methode so gut reden? Ich könnte damals, wenn ich so eine bestimmte Laune hatte, sehr gut deutlich und auch schnell reden.
Und interessante Sache daraus, dass ich bemerkt habe, dass eigentlich nur nachdem ich etwas gelesen habe, kann ich gut reden. Wenn ich während einer Woche kein Buch gelesen habe, dann ging es deutlich langsamer. Deutlich langsamer. Jetzt, ich denke, dass es war und noch bleibt auch eine kurze Erinnerung oder kurzfristige Erinnerung, wie kann man es nennen. Aber eigentlich die Bücher waren nicht alles, was ich gemacht habe. Wie gesagt, ich habe auch praktiziert, geübt, zu sprechen, zu reden mit anderen Leuten und sogar früher, als ich zu dieser Sprachcafé gekommen bin. Ich zuerst mit den Büchern angefangen. Nach 6 Monaten bin ich schon zur Sprachcafé gekommen, um mit Leuten zu unterhalten. Aber früher, schon circa 3 oder 4 Monate früher, habe ich schon versucht, mit mir selbst die Sätze zu bauen. Es hat sich, wie es wäre best zu sagen, es hat sich besser erwiesen, sogar manchmal, als mit anderen Leuten zu unterhalten. Natürlich ist es ist nicht so interessant, aber du könntest dich selbst über etwas fragen. Oder nach etwas fragen. Fragen nach. Ich verliere noch die Regeln. Du könntest dich selbst nach etwas fragen. Ja? Eine philosophische Frage oder eine Frage aus deiner eigenen Geschichte. Dann beantworte das einfach. Mach eine Antwort darauf. Du wirst merken, dass dazu kommen die neuen Worte, die du noch nicht kanntest. Dann musst du übersetzen. Solche Gespräche habe ich mit mir selbst ausgeführt und mehrmals. Die haben mir sehr geholfen. Aber das Problem mit dem Hören haben sie gar nicht beseitigt. Deswegen, ich habe auch so eine schwierige Entscheidung getroffen, dass ich alle meine Filme, Serien und Videospiele auf Deutsch auch setzen muss. So hat es auch geschehen. Nach circa halbe Jahre konnte ich schon sogar schwierige Dialekte verstehen. Aber leider hat es mir nicht geholfen, besser, ständiger, deutiger, schneller und noch besser zu verstehen und noch besser zu reden. Ja, ich wollte sagen, dass es hat mir nicht geholfen, besser und schneller reden und deutlicher mich äußern und besser zu hören und zu verstehen, was die Leute sagen. Manche Dialekten sind in Deutschland sehr schwierig. Leute einfach schlucken die Wörter. Du kannst gar nichts verstehen. Diese Sprache ist sehr verbaut mit die Klinge. Du musst sehr gut hören, wie es klingt. Und dazu, manche Leute können sich anders äußern. Es gibt auch andere Klänge. Wie beispielsweise Leute in Sachsen sagen nicht ich weiß, sondern ich weiß. Interessant. Okay. Also, ich habe das bemerkt, dass ich eigentlich mehr üben, mehr reden mit anderen Leuten muss. Und eine einzige Lösung, um diese Sprache zu beherrschen, war, mehr andere Leute zu belasten. Eine einzelne Lösung, andere gab es nicht. Ich habe erfahren, dass nichts anderes als andere Leute zu belasten, als mit ihnen zu reden, zu unterhalten, mit echten Deutschen, die von Anfang an darauf reden, nichts könnte mir helfen. Nee, die benutzen solche Sprachumgebungen, oder wie kann ich sagen, solche Redenumfangen, nee, oder Sprachumfangen. Ich bin einfach dieses Wort gerade, ich habe einfach dieses Wort gerade verloren, ich erinnere es nicht. Aber solche Exemplare, die Sprache, die ich gar nicht kannte, und, Sätze, oder besser eher zu sagen, die Sätze, ja, solche Sätze, die ich gar nicht kannte. Und dazu ist es schwierig, die Wörter zu erinnern. Die stehen einfach nicht in dir. Ich meine, du weißt die, aber manche Leute sagen, dass du musst die Sprache zuerst aus Russisch beispielsweise auf Deutsch übersetzen und nur dann kannst du etwas rausgeben.
Eigentlich musst du deine Sprache so trainieren, dass du von Anfang an auf Deutsch reden wirst. Auf diese Sprache, auf diese fremde Sprache, die du gerade lernst. Окей, это было немного истории и, наверное, очень много такого ломаного немецкого, которое вам пришлось услышать. Я напоминаю, я выучил это все за 2 года, так чтобы вот это все собрать вместе, я, получается, начал. За полгода я прочитал 2,5 книги, плюс еще 1 книгу по правилам. Затем я пошел в Sprachcafé, это такое место, где люди могут поговорить с друг другом, speaking club на английском, вот, и там люди были в шоке от того, как я могу говорить, если я вообще никакого шпрах-курса, то есть никакого, у меня не было репетитора никогда, я нигде не учился этому, чисто сам читал книги, прочитал 1 книжку с правилами и все, да, сам с собой тренировал, просто потому что я это делал регулярно, вот, уже через полгода я мог на работе разговаривать на немецком, то есть уже через год обучения, даже чуть-чуть меньше, я начал говорить на немецком на работе. Конечно, с кучей ошибок, пытался слушать своих коллег, пытался их задалбывать вопросами. В любой момент, абсолютно любой момент, когда у меня была возможность, я всегда пытался с кем-нибудь поговорить, таким образом запоминал некие ошибки, которые я делал. Люди делали мне замечания, и мне становилось легче. Я читал дальше, добил это все до конца, уже к концу 1 года, то есть год назад я начал, через год ровно у меня уже были все эти книги готовы, кроме, я имею в виду все вот эти 5, кроме вот этих 2 или 3, как-то вот так, да, и это до сих пор я читаю, плюс дополнительно где-то в этом промежутке я прочитал вот эти вещи, вот, и в течение следующего полугодия, а затем я уже достиг такого уровня, когда у меня более-не-менее автоматически стало это получаться, да. Я постоянно слушал фильмы на немецком, и видеоигры у меня были на нем тоже, все, абсолютно все, сериалы, и там музыку пытался даже слушать, но самое главное, что я пытался разговаривать со всеми на этом языке. В конце концов, я понял, что нужно как-то быстрее интегрироваться и лучше справляться, нужно больше разговаривать, поэтому я зашел на платформу Preply, это не реклама, реально Preply крутая платформа, вот там нашел учителей, которые, в общем, преподают, там есть просто разные рандомные частные люди, которые преподают языки, можете любой выбрать и изучать его там. Вот я оставлю где-то ссылку в комментах. Вот очень полезный ресурс, мне очень помог, до сих пор им пользуюсь. У меня было там несколько учителей, с которыми я просто разговаривал, чисто выбираешь немца и с ним говоришь, и прям здорово. И это не особо дорого. Это вот, 10-12 евро за час разговора, и этого вполне хватает. 3 раза или 4 раза в неделю поговорил, и супер, и нормально. Они тебе поделали замечания, попросил замечания поделать, поделали, все окей. Упражняться можно с чатом GPT. Это все сейчас немножко не важно. Я соберу сейчас воедино все, что я хотел сказать, и все свои советы касательно языков. Очень важный вывод в том, что не все языки одинаковые, например, английский и немецкий. Немецкий мне показал, что не все языки учатся одинаково. Некоторые языки приходится учить системно, как, например, немецкий, потому что ты просто не запоминаешь, что глагол всегда на второй позиции, что после конкретных слов в подчиненном предложении нужно всегда ставить глаголы в конец, абсолютно все, и много правил, которые связаны с вот этой вот грамматикой и построением, именно каркасом самого предложения. Их полно, и все их надо выучить, ты к этому не привыкаешь, потому что мы привыкли к легкости, свободе русского языка, чего в немецком нету. В немецком очень важна форма. Такой очень сильный вывод, который я сделал за языки, это то, что вы когда-нибудь задумывались вообще, что, оказывается, ни одно ваше предложение, которое вы когда-либо построили, не является чисто вашим предложением? Как вам такое? Это получается, что не только слова не ваши, у вас нету слов, которые вы придумали. Может, есть какие-то там слова, конечно же, но предложения, которые мы слышим в основном и используем, это тоже конструкции, которые мы наслушались. То есть, получается, язык — это чисто за то, чтобы слушать, воспринимать, запоминать и как можно чаще им пользоваться, и тогда вы будете говорить готовыми конструкциями. Я заметил, что на темы, на которые я еще ни с кем не говорил, я часто запинаюсь, даже не потому, что я не знаю слова, а потому, что я не могу выразиться, у меня нету конкретного предложения. Вот получается, что все люди говорят предложениями,
И поэтому особенно немцы или американцы, они могут тут как-то такие прямо для нас очень непонятные звуки произносить, которые они понимают. И один что-то сказал, ты ничего не услышал, что он сказал, хотя ты знаешь слова, ты услышал оттуда пару слов, но не все предложение. А другой с этого посмеялся. И как бы он понял его, этот что-то сказал, но на самом деле это был просто набор звуков. Да, у нас в языке такого нет, у нас есть четкость, по крайней мере, мы так думаем. Но у нас действительно есть дикция по сравнению с другими языками, допустим, германскими. Вот. И мы к этому не привыкшие. А на самом деле любой язык, он состоит из готовых конструкций. Да? Не только из предложений, из форм конкретных этих предложений. Вы просто берете одно предложение и переформируете его по-вашему, иногда вставляя туда то или иное слово. Из этого вытекает, что язык — это во многом просто память. У вас не получится научиться языку, просто читая какие-то книжки по грамматике, уча правила и повторяя их упражнениями. Вы будете знать упражнения правила, но вы не будете способны говорить, потому что язык — это слова и предложения, и их связи. Только из книг, прочев всего 2,5 книги, плюс немножко правил, я уже мог говорить и выражаться, и люди стали меня понимать, мне было проще. Я думаю, что это самый действенный метод изучения языка. Вы просто должны начать как можно раньше говорить, выучить слова и дальше двигаться. Почему повторение, постоянная концентрация на языке так важна? Дело в том, что я заметил одну очень важную вещь. Есть такая штука, как скорость поиска слова. То, как мы обращаемся к нашей памяти. Когда вы говорите на русском, вы делаете это мгновенно. Вы выбрасываете слова сразу, вы даже не задумываетесь о них. Вы передаете абстракции вашего мозга при помощи вот этого протокола настолько быстро, мгновенно, что вы даже не замечаете. Но у меня была такая ситуация. Я объяснял одному парню, вот у меня был урок программирования, я был преподавателем, я объяснял одному парню какую-то штуку, и я забыл слово, которое я хотел сказать. То есть я его контекстно помнил, у меня была сущность этого слова в голове, у меня была сама абстракция, но единственное слово, которое у меня выходило, было немецким. Я не мог вспомнить ни единого другого слова. То есть представьте себе, у вас там какая-то абстракция, через нее ветки к разным языкам, к разным словам разных языков, которые, возможно, лежат в разных нейронных связях где-то у вас в голове. И я пытался его найти, и я понимал, если я скажу ему сейчас это слово на немецком, он же меня не поймет. Как я могу ему сейчас это сказать? Мне пришлось просто зависнуть, я искал его, и напрягся, и действительно его нашел. И вот эта вот скорость восприятия, скорость нахождения слов, скорость памяти, что ли, именно это вы должны тренировать в языке. Поэтому вам нужно почаще читать, поэтому нужно чаще говорить, переключить все свое окружение на этот язык, который вы изучаете. И тогда он у вас осядет. Вы больше не будете переводить с русского на тот язык, на котором вы хотите говорить. Вы будете сразу на нем думать. Просто нужна практика, нужно время, нужно постоянное повторение. Как бы я советовал учить язык? Как мне кажется, если бы я сейчас начал учить свой третий язык, допустим, испанский, я бы, конечно же, сперва начал с книг. Я бы изначально взял словарь. Конечно, я бы в этот раз взял словарь и выучил бы наизусть все слова А1, А2. Для того, чтобы не мучиться с первым поиском вот этого списка слов, которые я не знаю, потому что все-таки испанский не похож на английский совсем. У немецкого хотя бы небольшой корень есть с английским вместе. Вот, испанский нет. Я бы выучил А1, А2, словари полностью, да, и только потом переходил бы к книгам. Я бы сразу перешел к первой книге и пытался бы ее читать, параллельно с тем, как я открыл первую книжку с правилами и пытался бы их заучить, да. И уже сразу после этого я бы строил какие-то выдуманные диалоги с самим собой, пытался бы разговаривать с людьми, нашел бы затем какой-нибудь speaking club на этом языке, где люди на нем говорят, и таким образом дальше продвигался бы на нем, переключил бы потом полностью все окружение на этот язык и прочел бы как можно больше книг на нем. Тех книг, которые меня интересуют. Самое главное, чтобы этот язык, он был вам, чтобы сам процесс был вам интересен.
да, не только язык. Понятное дело, если вы уже начали, то сам процесс овладения языком, он забавный. Вы со временем, вот когда осознаете, что вы это можете, когда я понял, что я еду в поезде, и я могу точно так же читать книгу, как все остальные немцы, она на немецком у меня, то мне прямо такой прям восторг всплыл, я обрадовался, думаю, вау, я могу это круто, мне очень, очень понравилось, вот, но мне также нравилась и эта история, читать ее дальше, вот, поэтому я и хотел дальше ее пройти, это приятно, совмещать приятное с полезным, скажем. Самая неприятная часть, наверное, это самое начало, выучить вот эти два словаря А1 и А2, и затем учить правила. Вот это самые неприятные части, они не нравятся, хотя правила иногда приятно учить. Ты думаешь, я буду круче писать, все-таки у тебя схватываются какие-то вещи в голове, думаешь, вот почему там было так написано. И, в общем, все, что идет дальше, это просто тренировка языка с кем-то вместе. Нужно стараться больше абстрагироваться от правил. На первое время, я думаю, выучить какую-то базу, от всего остального абстрагироваться, читать, набираться языка, впитывать его как в губку и затем пытаться уже как-то его формировать. Многие люди говорят, что, мол, надо там сразу обязательно выучить все правила, чтобы сразу говорить четко и правильно. Я так не думаю, потому что вы будете очень сильно закрепощать свой разум. Вы не сможете выражать свои мысли. Так вы хотя бы будете искать слова сразу, это немножко ускорит процесс. Я пытался, хоть я и с русского переводил всегда, я пытался как бы по-русски формировать предложения, и до сих пор их делаю таким образом. Тем не менее, это не помешало людям в нужных мне ситуациях меня понять, не помешало мне понять людей, помогло мне принять от людей учение, попрактиковать язык, улучшить скорость памяти, поиска слов, так как они стали мне как родными. Я уже мог запросто их сразу доставать, запросто формировать предложения на этом языке. А все правила я учу сейчас. То есть я именно сейчас доучиваю, устаканиваю правила в моей голове. И чем чаще я говорю, теперь я, конечно же, замечаю и сам смысл этого правила, и то, что оно правильно звучит, и почему так нужно говорить, я уже это вижу. То есть я даже вижу больше смысла в каком-то абстрактном правиле этого языка, которое изначально казалось мне глупым, каким-то нелогичным. Да? Теперь ему предана логика. То есть я бы делал именно так. Вот. Если у вас есть какие-то свои способы интересные у изучения языка, пожалуйста, делитесь ими в комментариях. Будьте добры, поставьте мне лайк. Вот. Я, кажется, забыл что-то вам рассказать. Я сейчас посмотрю, что-то у меня было по плану. У меня здесь были какие-то заметки. Последнюю вещь, которую могу посоветовать, это не бойтесь говорить с другими людьми, вам это наоборот должно нравиться. Вы используете их язык, да, вы говорите на нем, может быть, первый раз, может быть, как-то неправильно, но этот человек, к которому вы обращаетесь, если он не одобряет то, что вы пытаетесь говорить на его языке, это же не ваша вина. Просто не говорите с ним больше. Вот представьте, какой-то иностранец приехал и пытается выучить ваш язык. Это ведь его же нужно поблагодарить как-то, правильно? Ему же нужно сказать, вот ты молодец, им нужно повосхищаться, за сколько ты его выучил, как-то поспрашивать у него что-то. Это так бы поступил адекватный человек. Если какой-нибудь человек злой к вам из-за этого, просто не обращайте на него внимания. Какое вам дело до него? Вы приехали в эту страну, может, вы отсюда и уедете, может, она вам не понравится. Это, абсолютно не важно, что он о вас подумает. Подумаешь, иностранец. Вы, может быть, знаете гораздо больше слов и языков, чем он на своем единственном языке, который он выучил и сидит им хвастается. Да? Так что не стоит закрепощаться, стоит дальше развиваться, расти, постоянно практиковаться, пробовать, не останавливаться, и со временем оно получится.